В начале 20 века интенсивное развитие артиллерии, повышение ее мощи, увеличение дальнобойности и особенно появление крупнокалиберных фугасных снарядов оставляло мало шансов для успешной обороны любой существующей на тот момент крепости. Это дало новый толчок к совершенствованию крепостных сооружений. Необходимость укрепления обороноспособности крепости Брест-Литовск возникла после посещения ее в конце 1906 года начальником генерального штаба Федором Федоровичем Полицыным. В своем докладе военному министру он сообщал: по выработанным общим соображениям о стратегическом развертывании наших армий, в случае борьбы на Западе на названную крепость выпадает весьма серьезная задача. Это побуждает меня просить уделить какие-либо материальные средства, дабы поставить крепость в условия, хотя бы несколько приближающие ее оборону к современным требованиям и могущие облегчить выполнение крепостью выпадающие на нее трудные задачи. В 1908 году приступили к модернизации 5 из 10 существующих фортов первого пояса обороны Брест-Литовской крепости. Форт 10 был построен и появился на карте укреплений в начале 20 века. Наиболее мощными после модернизации стали форты 5, 6, 7, прикрывавшие западное направление обороны. Они изменили свои формы и внешний вид, стали представлять собой массивные сооружения из крепко армированного бетона с добавлением бутового камня. Однако спустя несколько лет эти меры были признаны недостаточными. Решение о коренной перестройке системы обороны на западной границе России было принято в 1911 году, когда был утвержден проект переустройства Брест-Литовской крепости, согласно которому, кроме дальнейшей модернизации уже существующих фортов первой линии обороны, предлагалось возвести новое кольцо укреплений на окружающих крепость высотах. Генеральный штаб одобрил проект, предусматривавший расширение обвода крепости до 45 километров. Вокруг нее, на расстоянии 6-7 километров от центра, намечалось строительство 11 новых фортов. Каждому укреплению присвоили литеру от А до О, из-за чего всю линию стали называть литерной. Для проектирования новых фортов и руководства их строительством в крепость направили молодых военных инженеров. Среди них старший производитель работ Иван Осипович Белинский, младший производитель работ Дмитрий Михайлович Карбышев и штабс-капитан Владимир Максимович Дагадин. Проекты укреплений разрабатывались непосредственно на месте самими военными инженерами, производителями работ, под руководством генерала Нестора Алоизовича Буйницкого, профессора Николаевской военно-инженерной академии, который периодически посещал Брест-Литовск для надзора за работами. В своих воспоминаниях о пребывании в Брест-Литовске Владимир Дагадин отмечает: такой порядок проектирования имел глубокий смысл, так как проектировщик знал местные условия и не витал в облаках, а как строитель осуществлял свои собственные замыслы, что вдохновляло производственника в его созидательной работе и вознаграждало его радостным чувством удовлетворения созданным сооружением. Сначала работы сводились главным образом к проектированию новых объектов и усилению уже существующих. Так были модернизированы форты 4, 5, 7 и 8 первой линии, а в пороховых погребах кирпичные перекрытия казематов усилили бетонным слоем. Полноценно к работам приступили только летом 1913 года. Форты возводились в строгой последовательности, в зависимости от их оборонительной значимости. На строительство каждого, по предварительным расчетам, отводилось 3 года. В первую очередь усиливалось западное направление и фланги крепостной позиции. Необходимо было залить около 30 тысяч кубометров бетона, а объем земляных работ был во много раз больше. Строительство фортов выполняли специальные артели, приезжавшие на сезон из Калужской, Рязанской и близлежащих губерний. Их труд оплачивался по сдельным расценкам. Объемные земляные работы тоже выполняли по сдельной оплате специалисты, которых называли галендерами. По преданию, потомки голландцев. С помощью легких одноконных повозок и подвижных тачек они возводили валы высотой до 6 метров. На бетонных работах использовали подъемный труд жителей близлежащих деревень. Основная часть масштабных работ была механизирована, что значительно облегчало труд рабочих и удешевляло строительство.
Для переработки булыжника в щебень использовались паровые дробилки, а земляные работы выполнялись с помощью экскаваторов. 2 бетономешалки с локомобилями обеспечивали строителей бетоном. Все материалы подвозили по узкоколейке. Вода подавалась по трубопроводу с электрическим насосом. Строительный день начинался в 6 часов утра и длился 18 часов с 2 перерывами на завтрак и обед. Бетонные работы выполнялись непрерывно днем и ночью в 3 смены, обрабатывая большие объемы материала. Комендант крепости, генерал артиллерии Владимир Александрович Лайминг писал: Беспрерывно сновали взад и вперед рабочие с тачками, подводы с землей и материалами, то спускаясь во рвы, то поднимаясь на горы земляных насыпей, напоминая своей суетливой работой муравьев. К весне 1915 года крепостная линия обрела завершенный облик и стала одной из самых укрепленных в России. В следующую субботу я расскажу, сколько месяцев могла держать оборону крепость Брест-Литовск в начале 20 века, почему было принято решение оставить крепость во время Первой мировой войны, как проходила эвакуация крепостного имущества.